Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Добро пожаловать, новички, на мой канал, канал об узорах. Здесь много интересных узорчиков вы найдете. Заходите, листайте по плейлистам, гуляйте по видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, чтобы не потерять канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. А своим постоянным зрителям, подписчикам отдельный привет, слова благодарности. Вы у меня большая поддержка, спасибо вам за это огромное. Итак, я сегодня к вам с необычным видео. Я сегодня хочу вам показать вторую коллекцию своих узоров. Первую коллекцию я в описании сделаю ссылочку, так вы посмотрите. Сегодняшняя коллекция также будет представлена 45 узорами. Единственное, это видео будет отличаться от первого тем, что я все узоры, которые буду показывать по порядку, пронумерую. Первое. Естественно, я в описании, согласно номеру, поставлю ссылочку на данный узорчик, и вам будет так проще и легче. То есть вы увидели узор, он вам понравился, нажали на ссылочку, увидели, какой он по счету, да, по номеру там 5, 17, 29 и так далее. Нажали на эту циферку, посмотрели, нажали на ссылочку и улетели, естественно, на данное видео. Очень будет удобно. Видео будет не быстрое, поэтому запасайтесь кофе, печеньками, листочком, ручкой и приступаем. Начну с первого такого узора. Это фаворит. Так? Данный узорчик побил, конечно, все рекорды. Вот такой вот он из акрила сделанный. Остатки ниточек можно использовать. Мягенький, классненький. Будет у нас под номером 1. Идем дальше. Следующий узор. Я его помню, назвала такие березовые бруньки. Тоже акрил. Вот такой вот аккуратненький. Из бубочек, из шишечек. Естественно, мягенький. Так, смотрим. Дальше. Следующий узор. Вот такие вот двойные цепочки. Плотненький узорчик, видите? Из двух получается цветов. Классненький. Смотрите внимательно. Следующий узорчик тоже очень необычный, очень классный. Такой вот, видите, как бы и двусторонний тоже. Но эта сторона более красивее, да? Полосатенький. Можно в один цвет, вы знаете, можно в несколько цветов, можно в два и так далее. Тоже плотненький, мягенький, классненький. Вот такие вот необычные веерочки, смотрите, есть. Они такие тоже. Возможно, это не лицевая, возможно, изнаночная. Когда вы свяжете, посмотрите, какая сторона вам нравится больше, да? Вот такие вот, как пальмовые листочки, похожи. Тоже классненький узорчик. Можно вязать из толстых ниточек, можно вязать из тоненьких ниточек. И в зависимости от ниточек, естественно, будет изделие. Вот такие вот чайки, так, на море. Видите? Двусторонний узорчик, классный, интересный. Вот такой вот узорчик тоже двойной из двух цветов. Можно, конечно, из трех, четырех, как угодно. Он получается односторонний. Изнаночка такая аккуратненькая. Смотрите. Классненький. Супер. Идем дальше. Вот такой вот нежненький узорчик. Из таких вот галочек, да? Скобочек, галочек. Тоже классный, оригинальный. Ниточки Yarn Jeans. Вот такой вот он тянется. Очень классный для детских вещей данная ниточка. Следующий узорчик назвала объемные такие вот ракушечки. Они получаются тоже узорчик односторонний, да, изнаночка аккуратненькая, смотрите. Можно также использовать несколько цветов, один цвет, то есть на ваше усмотрение, можно из остаточков ниточек. Недавний узор, тоже очень классный, интересный, прикольненький, тоже двусторонний. Смотрите. Идем дальше. Колосочки. Вот такой вот узорчик из ниточек получается с металликом, поэтому такие вот блестящие ниточки. Палантинчик ли, кардиганчик, жилетка, классный. Вот такие вот гребешки прикольные, 3D такие вот узоры, угу. С веерочками вместе, но он односторонний получается. Вот такой вот веселенький, забавненький. Цветочки, тоже прикольный узор. Тоже можно вязать из одного цвета, из двух, из трех. Смотрите, двусторонний. Какая сторона понравится больше, такой стороной будете. Вот перпендикулярно, горизонтально. Классный. Вот такие вот веселые колечки тоже можно использовать в разных изделиях. Не ограничиваю вас фантазией. Вы можете брать разные ниточки и в любом изделии можете использовать. От клатчей сумочек до мальчик топиков, сидушечек, кардиганчиков и так далее. Вот такой вот узорчик. Обещала показать из него шальку. Это у меня в планах. Я помню, ребят, кто просил, будет шалька таким узорчиком. Вот золотая рыбка. Классные такие чешуечки. Прикольные тоже. Вот такие вот объемные веерочки.
Так, за счет рельефных столбиков они как бы вот такие вот вогнутые становятся. Изнаночка аккуратненькая, лицевая сторона. Тоже недавно узорчик. Вот такой вот перо павлина, такой яркие цвета, но вы можете брать более спокойные, так? То есть это вас тоже не ограничивает вообще ни в чем. Какая сторона нравится, видите, той стороной будет у вас лицевая. Шикарный узорчик, естественно, шакрил мягенький. Вот такой вот узорчик для будущего палантинчика. А может не палантинчика. Девчата в комментариях много идей предлагают. Спасибо, конечно, вам за идеи классные. Идем дальше. Следующие вот такие вот косички. Веселенькие, разноцветненькие. Сейчас на наш эти игрушки, да, попытовские похож. Тоже такой вот прикольный. Так, смотрим дальше. Вот такие вот объемные тоже веерочки. Ниток съедает, конечно, все, что объемненько, да, все, что с бубочками, нитки, конечно, кушает. Но я считаю, что эффект того стоит. Согласитесь, да? Прикольный. Идем дальше. Вот наш, получается, последний узорчик, который мы вязали вот буквально вчера, да. Вот такие вот зонтики веселенькие, тоже объемные. С одной стороны шишечки, бубочки не так выделяются, а с другой стороны выделяются. Классные. Возьмите себе на заметочку. Вот такие вот тоже веерочки из ниточек, получается, которые с градиентиком таким, переходящие ниточки. Классно. Легенькие, мягенькие, супер. Смотрите. Вот такая вот забавная геометрия. Девчонкам предлагала вспомнить, как кто в школе рисовал такие узорчики. Посмотрите видео. Вот тоже. Ярнард джинс ниточки. Очень классные, очень мягенькие. Хотела назвать канделябр, потом назвала просто 3D узор. Девчата посоветовали назвать либо совы, либо ангелочки. Гляньте, да? Односторонний, какой прикольный. Необычный узорчик. Так, вот такой вот узорчик капучино. Тоже очень понравился многим зрителям. Они его оценили. Изнаночка, лицевая сторона. Можете перевернуть, то есть вот как хотите. Так? То есть это на ваше усмотрение. Вас никто ни в чем не ограничивает. Идем дальше. Следующий у нас узорчик. Вот такой вот. Назвала колорадский жук или назвала его такой вот пчелка. Но девчата советуют. Показалось, что это улиточки. Тоже прикольно, да? Классненький. Опять же, вы можете элементы располагать часто, вы можете располагать элементы редко, вы можете просто взять как за идейку вот эти бубочки. То есть фантазии море. Так, вот такие у нас у меня мороженки были. Айскрим. Такие вот веселый узорчик. Ярнард джинс. Тоже классненький, мягенький. Пледики, кардиганчики. Вы можете цвета также, понимаете, выбирать любые. То есть и пастельных тонов, и ярких тонов, и одноцветные, и многоцветные. То есть вы фантазеры большие. Вот такие вот прикольные сердечки. Девчата предлагают жилетки вязать из таких узорчиков. Классно. Односторонние тоже. Можно также одним цветом, несколькими цветами. Вот такие вот веерочки с бубочками. Смотрите. Здоровский. Здоровский. Но он получается тоже как односторонний. С одной стороны бубочки получается хорошо видно, с другой стороны нет. Вот вам в копилочку ваших узорчиков. Вот такие вот узорчики. Дети сказали конфетки. Я такая, наверное. Тоже с бубочками. Такие вот дорожечки. Тоже забавный. Так. Вот у нас такие вот рогаточки. Практически объемные, да. Такие вот. Из 2 столбиков. Тоже. Ярнард джинс. Прикольные ниточки. Мягенькие. Класс. Так. Вот такой веселенький узорчик. Типа как подушечки, ромбики такие цветные тоже. Выбираете сторону, какая вам больше понравилась. Тоже он такой плотненький, мягенький. Так вот он тянется. Идем дальше. Вот летний дождик, узорчик. Тоже девчата всем понравился. Ну, как всем, многим понравился. Он односторонний. Идей тоже, куда его использовать море. Читайте комментарии. Девчата так пишут, предлагают тоже. И это Ярнард Baby. Очень мягенькие ниточки. И палитра, кстати, у тех и других Ярнард джинсы и Ярнард Baby очень классная, очень интересная. И спокойные оттенки есть яркие оттенки. Вот такой вот тоже 3D узорчик. Он тоже получается односторонний. С одной стороны сеточка будет. Вот как вот основание здесь сеточка. А с другой стороны вот такие вот заплетающиеся косички. Тоже классные. Бабочки. Смотрите, какие интересные бабочки. Тоже можно делать одним цветом, можно разными цветами делать. То есть основа
а потом на эту основу вы приделываете бабочки. Так. И тут я еще приделала вот так вот по краешкам их крылышки, чтобы вот не болтались. Чтобы действительно уж бабочка была приклеена, что называется. Вот такой вот интересный узорчик. Гляньте, сочетание цветов такое, да? Тоже интересно. Но с изнанки получается вот такой вот узор. То есть это у нас будет лицевая. Ну или так перевернуть. Угу. Здоровский. Так. Вот такой вот узорчик. Смотрите. Тоже 3D узорчик. Очень классный будет. Это что у вас будет? Либо кардиганчик, либо пледик. Опять же, цвета сами выбираете. Вот такой вот интересный. Подковки. Назвала я подковки. Ну, похоже же, да? Можете перевернуть. Можете не перевернуть. Вот такой вот узорчик. Он получается односторонний, потому что здесь рельефные столбики. Так, а сзади вот так вот. Класс. Класс. Фиксируйте себе. Дальше идем такие вот тюльпанчики. Вот одна сторона, вот другая сторона. Ну, я считаю, это прикольнее. Но вы там уже дальше сами смотрите, какая сторона вам больше понравится, что будете вязать. Похоже на тюльпанчики, наверное, да? Вот такие вот бубочки. Это, конечно, все, ну, мое название, это, конечно, не бубочки, капелечки или там и так далее. То есть вот такие вот рельефных столбиков. Вот такой вот интересный узорчик. Односторонний. Сзади у нас, видите, такая решеточка. А тут получается у нас уже капельки. Так, совсем чуть-чуть осталось. Вот такой вот интересный узор. Что это будет? Палантин, туничка. Может быть на лето, да? Смотря какие ниточки берете. То есть, девчата, вас никто не ограничит. Многие спрашивают, а что из этого связать? Что хотите. Пробуйте узоры, пробуйте. Ваши ниточки, ваша рука, ваш крючок. Вот такие вот макарошки. Да? Мастер был голодный, назвал так. Вот, тоже интересный узор. 3D получается. Объемненький. Вот изнаночка. Все ссылочки я вам, естественно, оставлю в описании. И вы все узорчики можете посмотреть. Так. Вот такие вот веерочки объемненькие. Какая сторона нравится, такую берете. Да? Видите, какой универсальный. Что ту сторону можно использовать. Вот такой узорчик, крестики, нолики понравился девчонкам. Вот, получается, здесь перекрещенные такие вот столбики. И просто вот такие вот небольшие веерочки, как бы полувеерочки столбиков. Тоже можно разные цвета использовать. Видите, не затейливо, просто. Но самое интересное, что они очень простые. И последний такой узорчик. Называю пельмешки. Не знаю. Тоже, наверное, мастер был голодный. Вот такой вот. Смотрите, тоже идей много. Можно сказать, даже миллион. Итак, на этом все. Еще раз уточню, что вы берете листочек, записываете узорчик, который вам понравился под номером каким. А в описании я каждому номеру присваиваю ссылочку. И вы просто-напросто заходите по этой ссылочке и попадаете на это видео. Очень удобно. Для новичков, кто еще не смотрел видео, очень удобно. И для постоянных зрителей, если вам понравился узорчик, то здесь вы очень легко можете сориентироваться. Первое видео я так не делала, но второе я так сделаю, и последующее также буду делать. Надеюсь, вам понравилось. Не забывайте ставить лайк, комментируйте данное видео, подписывайтесь, кто еще этого не сделал, и нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдут новые видео. Все. Всем до новых видео. Пока-пока.